Стена плача на протяжении многих веков остается величайшей святыней еврейского народа. Сюда ежегодно приходят сотни тысяч людей не как к памятнику, а как к живому свидетелю прошлого. Неудивительно, что за это время ее древние камни обросли легендами и преданиями. Многие из них связаны с самой трагической датой еврейской истории – разрушением первого и второго храма. Согласно одному из преданий, каждый год в дни скорби над головами молящихся пролетает белоснежный голубь. Говорили, что это напоминание о разрушенном храме, и некоторые специально приходили к стене, чтобы услышать это горестное воркование. С преданием об избавлении связано имя раби Моше Бидермана, хасидского каббалиста. Он был убежден, что Машиах придет в тот момент, когда он помолится у стены. В 1850 году раби Моше отправился в Палестину, взяв с собой особый шафар, чтобы возвестить о начале избавления. Но по прибытии в Иерусалим он тяжело заболел и 2 месяца не мог подняться с постели. Не желая отказываться от своей надежды, он приказал сыновьям отнести его к стене на носилках. Однако арабы встретили их градом камней, и семье пришлось вернуться. В ту же ночь раби Моше скончался. Есть и предания о людях, чья жизнь была связана со стеной плача не меньше, чем молитва. Благочестивая сефардская женщина по имени Малка приносила молящимся свечи, воду и скамьи. Ее уважали и евреи, и арабы. Но однажды ночью юноша из известной мусульманской семьи жестоко избил ее, и в тот же день его парализовало. Родители юноши пришли просить прощения. Малка велела отнести ее к стене плача и принести туда же своего обидчика. Она помолилась, и когда собравшиеся ответили «Амен», юноша поднялся с носилок. По преданию, с тех пор его семья стала друзьями евреев. С именем раби Шараби, главы каббалистической ешивы Бейт-Эль, связано и еще одно предание. Дочь турецкого правителя Палестины и невеста великого муфтия, некая Фатима, тяжело заболела. Когда мусульманские молитвы не помогли, отцу посоветовали обратиться к еврейскому каббалисту. Тот всю ночь молился у стены, и девушка поправилась. Рассказывали, что после этого с минарета Аль-Яксы прозвучали слова «Нет Бога, кроме Аллаха, а мудрец из Бейт-Эля – его любимец». И, наконец, существует поверье, что когда еврейскому народу особенно тяжело, сами камни начинают плакать. В 1837 году, после разрушительного землетрясения в Цфате, на поверхности стены появились капли влаги. То же самое произошло на глазах множества молящихся и в 1940 году. Некоторые стали собирать эти капли в маленькие сосуды и хранить их как святыню, веря, что они обладают особой силой. Верить этим преданиям или ставить их под сомнение – выбор каждого. Но стоит оказаться здесь, как споры затихают. Здесь особенно ясно чувствуешь, что мир гораздо глубже, чем наши представления о нем. Стена становится не просто камнем, а границей между земным и тем, что невозможно объяснить.